На невесомом рычаге уравновешены шары. Масса большого шара 2,5 кг. Отношение плеч рычага 1 к 5. Найдите массу меньшего шара. Масса одного шара равно 2,5 кг. Соотношение длин L1 так относится к L2, как 1 к 5. Нужно найти массу второго меньшего шара. Точка подвеса рычага. Шарик массой 2,5 кг. М1 равно 2,5 кг. Естественно, плечо с этой стороны L1, а это будет значение L2. Масса меньшего шара. Знак вопроса. Еще раз напоминаем о том, что условия равновесия рычаг сам невесомый. Масса рычага не учитывается. Ни вес рычага, ни масса рычага. Находится в равновесии. Раз они находятся в равновесии, в покое, значит, результирующая сумма действующих сил будет равна нулю. Какие здесь действующие силы? С одной стороны действует сила вес рычага масса М1, P1. С другой стороны действует сила P2, которая нам пока еще масса неизвестна, значит это неизвестно. Но в любом случае сумма двух этих сил будет уравновешена реакцией вот этого рычага, который держит для того, чтобы система находилась, никуда не падала, не двигалась ни вверх, ни вниз. P1 плюс P2 будет равно R. Это условие, как видно, выполняется. Но мы знаем о том, что для того, чтобы полностью система находилась в неподвижном состоянии, необходимо, чтобы сумма всех сил, во-первых, была равна нулю, F1 там плюс F2. Согласно первому закону Ньютона должна быть равна нулю. Результирующая всех сила равна нулю. На тело не должно действовать сила. Если сила действует, или не действует сила, или равнодействующая равна нулю, она находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Это первый закон Ньютона. Но кроме этого необходимо еще учитывать о том, что эти силы могут этот рычаг повернуть то ли в одну, то ли в другую сторону. Поэтому сумма моментов векторная тоже всех сил, которые здесь действуют, должна быть тоже равна нулю. Мы уже говорили о том, что такое момент силы. Момент силы – это сила умножить на плечо. Определение ее ньютон на метр. В данном случае моментом силы P1, который определяет массу М1, будет являться плечо L1. Вот здесь вот угол 90 градусов. Вертикальная нить. С этой стороны тоже угол 90 градусов. Поэтому мы можем явно говорить о том, что для силы P1 вот это является плечом, для силы P2 L2 является плечом. Для того, чтобы система находилась в равновесии, была неподвижна, необходимо, чтобы сумма всех сил равна нулю, она выполняется. Теперь нам нужно еще определить о том, что сумма всех моментов тоже будет выполняться. Но если этот момент, обратите внимание, действует в эту сторону, этот момент действует в эту сторону. Но если посмотреть относительно этой точки, этот момент действует по часовой стрелке, а этот момент действует против часовой стрелки. Они друг друга компенсируют. Раз они друг друга компенсируют, они должны быть по величине одинаковые для того, чтобы этот рычаг не вращался. Мы можем написать о том, что момент, который действует с этой стороны, это М1, с этой стороны действует М2. Чему равен М1? М1 с направлением мы определились о том, что этот является по часовой стрелке, этот противоположный, но модули их должны быть одинаковые для того, чтобы рычаг не поворачивался. Так мы напишем. М1 должен быть равен М2. Что такое М1? Это само плечо умножить на силу, которая действует. Поэтому запишем. М1 равно P1, что умножится на L1. М2 будет равно P2, что умножится на L2. Но поскольку вес связан массой через МЖ, P1 равно М1 умножить на G, М2 умножить на G. Теперь подставим это значение вот в эти выражения, что М1 равно М2, и подставим вместо значений веса их вот эти вот величины вот сюда подставляем. М1 умножить на G, умножить на L1. И равно М2. P2 у нас М2G умножить на L2. Вот эта вот формула превратилась вот в это. Здесь можно сократить G, одинаково с двух сторон. И еще использовать вот это выражение L1, деленное на L2, равно 1 к 5. L1 меньше, L2 больше, можем написать так, что L2 равно 5 L1. Короче, это длиннее. L2 равно 5 L1. Можем подставить вместо значения L2 вот это выражение. Вот это 5 L1. Давайте подставим. Получаем M1 умножить на L1 равно M2. И вместо L2 подставляем вот это выражение, что умножится на 5 L1. Что в данном случае получилось? L1 сократилось. M1 равно M2, что умножится на 5. Отсюда M2 равно M1, что делится на 5. Равно 2,5 кг, что делится на 5, мы получаем 0,5 килограмма. М2 будет равен 0,5 килограмма. Еще раз напоминаю о том, что для того, чтобы начинать решение этой задачи, необходимо выяснить о том, что сумма всех сил, согласно первому закону Ньютона, или равнодействующая всех сил, будет равна нулю, тогда система находится в покое, и для того, чтобы это все не поворачивалось, не двигалось, сумма моментов всех сил, действующих в данном случае, должна быть тоже равна нулю. Результирующие всех моментов, они векторные, они должны компенсировать. В данном случае, еще раз повторяю, если рассматривать эти моменты, этот можно рассматривать как положительный момент силы. Он движется вроде по часовой стрелке. А этот можно смотреть
как момент, который движется против часовой стрелки. Можно смотреть как отрицательный. Можно и наоборот, но это не играет, собственно говоря, в данном случае. Почему? Потому что мы понимаем о том, чтобы для того, чтобы все это не поворачивалось, эти моменты должны друг друга компенсировать по модулю, они должны быть одинаковы. Вот отсюда и мы все посчитали.